Привет, Арми. Снова добро пожаловать на канал Zone Cook. Что же на самом деле произошло за эти несколько секунд в аэропорту? И почему фанаты называют это чрезвычайной ситуацией, а не просто хаосом? Потому что этого не должно было произойти. Камеры были готовы. Фанаты ждали. Атмосфера была наэлектризованной, но контролируемой, или, по крайней мере, так должно было быть. А потом, в одно мгновение, все изменилось. Толпа хлынула сильнее, чем ожидалось. Охрана ужесточила меры слишком поздно. И прямо посреди всего этого Тэхён сделал этот один шаг. Внезапно что-то показалось не так. Вы это видели? Эта крошечная пауза, этот неожиданный сдвиг. Момент, когда его движение прервалось всего на секунду. Это не было драматично. Это не было очевидно, но этого было достаточно, чтобы миллионы людей пересматривали один и тот же ролик снова и снова, задавая один и тот же вопрос. Это было просто давление со стороны толпы или что-то более серьезное. А затем Чингук двинулся. Не как обычно. Не небрежно, не расслабленно, а быстро, точно, защитно, как будто он заметил что-то раньше всех. Как будто он знал, что вот-вот что-то произойдет. То, как он сократил дистанцию, то, как он расположился, это не выглядело случайным. Это выглядело преднамеренно. Теперь вопрос становится еще глубже. Что увидел Чингук такого, чего не увидели другие? Потому что здесь все становится еще напряженнее. Появились новые ракурсы, замедленные кадры, увеличенные фрагменты, и на одном из них есть деталь, которую фанаты не могут игнорировать. Краткое движение толпы, что-то, что не должно было быть так близко. Что-то, что могло вызвать именно этот момент хаоса. Это не ясно. Это быстро. Но это есть. И как только вы это замечаете, все меняется. Действительно ли Тэхён был в опасности? Была ли это просто очередная шокирующая сцена в аэропорту или почти случившаяся катастрофа, которая могла обернуться чем-то гораздо худшим? На этот раз фанаты не молчат. Слова «хаос» уже недостаточно. Слова «толпа» уже недостаточно. Потому что то, что они увидели, казалось ненормальным. Это казалось нестабильным. Это казалось непредсказуемым. Казалось, что что-то вот-вот выйдет из-под контроля. И самое пугающее, до сих пор нет полного объяснения. Нет ясного ответа. Только тишина и момент, который постоянно прокручивается в голове. Теперь все задаются одним и тем же вопросом: это была просто случайность или предупреждающий знак, который никто не может игнорировать? Сцена началась как обычно: вспышки камер, гул ожидания и электрическое напряжение, которые могут создать только BTS, даже не прилагая усилий. Но за считанные секунды все вышло из-под контроля, превратившись в нечто неожиданное, нечто, что никто не мог полностью контролировать. Фанаты закричали. Охрана усилилась. И в центре всего этого стояли две фигуры, которые давно уже стирают грань между тайной и эмоциями – Ким Тэхён и Чон Чингук. Но что именно пошло не так? С самого первого видеоролика, появившегося в сети, стало ясно, что это не просто очередное появление в переполненном аэропорту. Атмосфера была необычной, напряженной, хаотичной, почти нестабильной. Чингук выглядел настороженным, его взгляд, устремленный на толпу, был не с обычным спокойным любопытством, а скорее с беспокойством. А Тэхён, обычно сохраняющий спокойствие даже в сложных ситуациях, на мгновение растерялся. Шаг назад. Внезапная пауза. Взгляд, который длился на секунду дольше, чем нужно. Был ли это страх или что-то совершенно другое? Очевидцы начали публиковать фрагментарные свидетельства, каждая из которых добавляла новый слой к загадке. Некоторые утверждали, что толпа хлынула слишком быстро, прорвав обычные барьеры. Другие настаивали на том, что охрана на мгновение оказалась не способна справиться с ситуацией, создав опасную пропасть между артистами и их защитой. А затем появилось самое тревожное утверждение, что Тэхёна физически толкнули в хаосе, что вызвало кратковременное, но тревожное нарушение его движений. Видеозапись не лжет,
но и не объясняет всего. В одном из вирусных видеороликов видно, как Чингук приближается к Тэхёну незаметно, но решительно вставая между ним и толпой. Это не драматично. Это не преувеличено. Но это сделано намеренно. Защитно. Почти инстинктивно. Почему он так отреагировал? По мере обострения ситуации сотрудники службы безопасности бросились вперед, создав более плотный барьер. Голоса стали громче. Движения резче. Обычный контролируемый выход превратился в напряженную, непредсказуемую давку сквозь море тел. А затем, так же быстро, как и началось, все закончилось. Или нет? Потому что то, что произошло за эти несколько минут, не осталось в аэропорту. Это преследовало их в интернете, где миллионы начали анализировать каждый кадр, каждое выражение лица, каждое едва заметное движение. Вопросов стало больше. Теорий стало больше. Было ли это просто результатом чрезмерного энтузиазма фанатов, или что-то пошло не так за кулисами? Некоторые фанаты теперь обвиняют организаторов мероприятия, сомневаясь в том, были ли приняты надлежащие меры предосторожности. Другие выражают более серьезную обеспокоенность по поводу участившихся случаев хаотичных сцен в аэропортах. И в центре всего этого остается Тэхён. Сообщения предполагают, что пока он продолжал двигаться вперед, не останавливаясь, в его поведении произошли заметные изменения. Он стал менее расслабленным, более настороженным. Мимолетный момент, когда маска сползла ровно настолько, чтобы фанаты это заметили. Роль Чингука также стала центральной темой. Его близость. Его выбор времени. То, как он изменил свою позицию. Все это создает картину, которую фанаты пытаются игнорировать. Но справедливо ли делать такие выводы из момента, запечатленного в стрессовой ситуации? По мере того, как видеоролики продолжают распространяться, замедленные, увеличенные, проанализированные покадрово, становится ясно одно – это был не просто хаос. Это был момент, который обнажил уязвимости, системы, окружающей среды, возможно, даже самих айдолов. И все же ни одно официальное заявление не прокомментировало все детали. Почему молчание? Фанаты не молчат. На разных платформах начали набирать популярность хэштеги, требующие лучшей защиты. Беспокойство сменило восторг. Вопросы сменили ликование. Потому что на этот раз все было слишком близко. И, наконец, последний вопрос. Если бы Чингук не вмешался именно в тот момент, все бы обернулось иначе. Ни у кого нет однозначного ответа. Но, возможно, именно это делает этот инцидент таким сильным, таким тревожным и таким невозможным для игнорирования. Потому что иногда самые показательные моменты – это не те, которые объясняются, это те, которые оставляют достаточно неопределенности, чтобы заставить вас задуматься, что же на самом деле произошло. Если бы инцидент действительно закончился в аэропорту, история могла бы затихнуть так же быстро, как и разразилась. Но этого не произошло. На самом деле, то, что случилось после того, как Тэхён и Чингук исчезли за охраняемыми воротами, только углубило тайну, превратив хаотичный момент в глобальный разговор, который никак не утихает. Потому что что-то осталось неразрешенным. Что-то осталось незавершенным. В считанные минуты в сети начали появляться новые ракурсы ситуации, отрывки с разных точек зрения, замедленные монтажные склейки, приближенные кадры. Каждый из них раскрывал детали, неочевидные на первый взгляд. И с каждым новым видео начинала проявляться одна и та же тревожная закономерность. Тэхён был не просто удивлен. Он выглядел потрясенным. Не сильно. Не так, чтобы это сразу же встревожило случайных зрителей. Но для тех, кто внимательно следил за ним годами, кто замечал даже самые незначительные изменения в его выражении лица, разница была. Едва уловимое напряжение в его позе. Кратковременное напряжение в челюсти. Момент, когда его обычное спокойствие, казалось, померкло. Было ли это просто напряжение толпы, или было что-то еще, что не было объяснено? Чингук тоже оказался в центре пристального внимания. Фанаты отметили,
что он ни разу не выглядел расслабленным на протяжении всего эпизода. Его движения не были случайными или реактивными. Они были обдуманными, контролируемыми, защитными, почти инстинктивными, а не спланированными. В какой-то момент, когда толпа снова хлынула, рука Чингука, казалось, слегка потянулась назад, достаточно близко, чтобы направлять, но не настолько, чтобы привлекать внимание. Почему именно этот жест? Почему именно в этот момент? Была ли это просто координация действий участников, пытающихся справиться со сложной ситуацией? Или это был молчаливый сигнал в ответ на что-то невидимое? Эти вопросы продолжают звучать в фан-сообществах. Каждая теория основывается на предыдущей. Каждое наблюдение добавляет еще один слой к и без того сложной истории. Но, пожалуй, самое загадочное во всем этом – это то, чего не произошло дальше. Никакого немедленного разъяснения. Никакого подробного объяснения. Никакого признания конкретного момента, вызвавшего столько беспокойства. Вместо этого – тишина. И эта тишина только усилила все остальное. Потому что, когда миллионы людей становятся свидетелями одного и того же момента и уходят с тем же тревожным чувством, отсутствие объяснения не успокаивает ситуацию, оно ее усиливает. Почему это не было обсуждено напрямую? Считалось ли это слишком незначительным, чтобы вызывать беспокойство? Или слишком сложным для объяснения? Некоторые фанаты начали связывать этот инцидент с более широкой закономерностью, учащением сцен в аэропортах, где грань между волнением и опасностью становится опасно тонкой. Вопрос уже не только в том, что произошло в тот момент, а в том, почему эти моменты вообще продолжают происходить. В каждом вирусном инциденте всегда есть момент, который определяет, как он запомнится. Не самая громкая секунда, не самый хаотичный кадр, а та единственная деталь, которая никак не вписывается в историю, которую все пытаются рассказать. В данном случае этот момент почти незаметен. Настолько мал, что его можно пропустить, моргнув. И все же для тех, кто это видел, это меняет все. Это происходит как раз в тот момент, когда толпа начинает нарастать во второй раз, охрана усиливается. Голоса повышаются. Движение становится более сжатым, более непредсказуемым. Тэхён делает шаг вперед, но не плавно. В его шаге происходит едва заметная пауза. Всего полсекунды. Замешка, которая не вписывается в размеренный ритм выхода из аэропорта. Прямо за ним Чингук реагирует. Не слишком драматично. Не так, чтобы это сразу привлекло внимание. Но достаточно быстро, чтобы намекнуть на осознание происходящего еще до того, как момент полностью развернется. Его тело смещается, сокращая дистанцию, уменьшая расстояние между ними и толпой. Это не просто близость. Это позиционирование. Преднамеренное. Рассчитанное. Защитное. Но вот здесь история становится сложной для объяснения. Потому что, когда фанаты замедлили видео, кадр за кадром, ракурс за ракурсом, они заметили нечто, что официально не было подтверждено. Рука. Не Чингука. Не охраны. Рука, ненадолго появившаяся сбоку от толпы, достаточно близко, чтобы помешать движению Тэхёна, прежде чем снова исчезнуть в море тел. Это неясно. Это мимолетно. Это не окончательно. Но это есть. И как только вы это увидите, это невозможно игнорировать. Был ли это случайный контакт в переполненном месте? Или что-то более серьезное? Никто не смог ответить на этот вопрос с уверенностью. Качество видеозаписи, скорость момента, плотность толпы – все это создает достаточно двусмысленности, чтобы не дать однозначного вывода. Но двусмысленность не останавливает беспокойство. Наоборот, она его подпитывает. Потому что теперь повествование изменилось от общего хаоса к очень конкретной возможности. Что на короткий миг Тэхён мог оказаться ближе к опасности, чем кто-либо изначально предполагал. И это меняет интерпретацию всего остального. Реакция Чингука больше не выглядит как общая осторожность.
Она выглядит как осознание. Срочность действий охраны больше не кажется обыденной. Она кажется реактивной. Тонкое изменение выражения лица Тэхёна больше не воспринимается как удивление. Оно воспринимается как осознание. Но справедлива ли такая интерпретация? Или это результат поиска смысла миллионами зрителей момента, который никогда не предназначался для столь пристального анализа? Вот здесь ситуация становится сложнее. Потому что восприятие и реальность не всегда совпадают, особенно в условиях неполной информации. Есть те, кто утверждает, что именно это и происходит, когда большая толпа сжимается за пределы безопасных границ. Что кратковременный контакт неизбежен. Что нельзя предполагать злой умысел без явных доказательств. И они не ошибаются. Но есть и те, кто считает, что закономерности этих инцидентов, повторяющиеся, нарастающие, все более трудно контролируемые, указывают на более серьезную проблему, которую нельзя списать на совпадение. И они тоже не ошибаются. Так где же тогда находится истина? Где-то посередине. Неразрешенная. Неприятная. Все еще разворачивающаяся. Что выделяет этот конкретный инцидент, так это не только то, что произошло, а то, насколько близко он ощущается к чему-то худшему. Чуть не случившаяся катастрофа – один из тех моментов, которые заставляют и фанатов, и наблюдателей столкнуться с непростой реальностью. Даже в строго контролируемой обстановке непредсказуемость может проявиться в одно мгновение. И когда это происходит, времени на реакцию не всегда хватает. За исключением этого случая, кто-то все-таки отреагировал. Чингук. Движимый ли он инстинктом, осознанием или чем-то более глубоким, его реакция стала одним из самых обсуждаемых аспектов всей ситуации. То, как он адаптировался. То, как он держался близко. То, как он, казалось, предвидел происходящее, а не реагировал. Все это способствует созданию истории, которую фанаты до сих пор пытаются понять. Было ли это совпадение? Или это была связь? Потому что иногда самые маленькие жесты раскрывают больше всего не словами, а действиями. И в момент, когда все остальное казалось вышедшим из-под контроля, это действие выделяется с поразительной ясностью. Тем временем вопросы, касающиеся протоколов безопасности, продолжают обостряться. Как толпа оказалась так близко? Почему было достаточно места для такого контакта? Были ли какие-то тревожные сигналы, которые были упущены в преддверии инцидента? Это не обвинение. Это опасение. И их задают не только фанаты, но и те, кто понимает, как быстро подобные ситуации могут обостриться, если их не остановить. Потому что сегодня это было лишь кратковременное прерывание. Завтра это может быть что-то другое. И это то, о чем никто не хочет говорить вслух, но все думают. По мере развития дискуссии растет и ощущение того, что этот момент может стать поворотным. Не только в том, как организуются мероприятия в аэропортах, но и в том, насколько серьезно эти риски будут восприниматься в будущем. Потому что, если что-то подобное увидено, этого уже не забудешь. Если возможность распознана, ее нельзя игнорировать. И если вопрос задается в таком масштабе, он требует ответа, даже если этот ответ недоступен сразу. Поэтому сейчас фокус снова смещается. Не только на то, что произошло, но и на то, что произойдет дальше. Будут ли перемены? Будет ли признание? Или этот момент растворится в длинном списке инцидентов, которые кратко обсуждаются, глубоко переживаются и в конечном итоге остаются неразрешенными? Пока что видеозапись остается. Вопросы остаются. И эта единственная мимолетная деталь, та, которая длилась меньше секунды, продолжает определять все, что последовало за ней. Потому что иногда достаточно всего лишь мгновения. Чтобы возобновить, поймите, насколько хрупким на самом деле является контроль.